Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! В этом видео у меня полет в Минск рейсом белорусской государственной авиакомпании «Белавия». Вылетаю из Санкт-Петербурга. В аэропорту было за 2 часа до вылета. Взгляд на табло, на какой стойке регистрация и не задержан ли рейс. Напротив стоек 305-308 стоит гандбольная команда «Зенит», которая уже зарегистрировалась на рейс в Минск. Было открыто 3 стойки, 2 для эконома и 1 для бизнеса, но на ней тоже регистрировали всех пассажиров. Кто-то даже вез хоккейную клюшку, на которой висела бирка негабаритного багажа. Уже с посадочным талоном нужно идти на контроль в определенную зону, которая обслуживает только рейсы в Беларусь, и использовать определенные кабинки для паспортного контроля. Мимо прошагал специальный пассажир. Надеюсь, у него все будет отлично в полете. Был виден основной вход для международных рейсов с красным и зеленым коридорами. У каждого пассажира девушка на таможне спрашивала, сколько наличных с собой, и просила положить вещи в сканер. Все было очень любезно, но некоторые проходящие все равно громко и глупо шутили. Большая зона паспортного контроля и, как и было написано, 2 кабинки, в которых проверяли паспорта. Удобно, что в Беларусь можно лететь по обычному внутреннему паспорту. Висел знак, запрещающий снимать в этой зоне. Слушаюсь и повинуюсь. На паспортном контроле все было тоже очень быстро и любезно. Сразу после предполетная проверка безопасности, которая, как всегда в Пулково, максимально дотошная. Там же есть сканер, который позволяет не раздеваться. В первый раз вылетаю из Санкт-Петербурга международным рейсом. Удивился, что до выходов А20-25 идти целых 10 минут. И несколько минут я шел по длинному дьюти-фри, в котором были ценники для тех, кто вылетает в далекую заграницу, и тех, кто в страны Евразийского экономического союза. На что-то цены различались процентов на 30, но даже самая дешевая цена, на мой взгляд, была дороже, чем в городе. Чистая зона в международном Пулково заслуживает отдельной похвалы. Огромная и тихая. Здесь сразу чувствуется масштаб проекта. Практически не слышно информатора, который в других аэропортах постоянно тараторит. Огромные окна позволяют видеть весь перрон. А321 Ямала готовится к вылету в узбекистанский Угринч. Мой выход на посадку А8, он находится чуть дальше, в другой зоне. Да, размерчики у аэропорта не маленькие. Увидел парковку для калибраторов. Посмотрите на разметку. Нанесены коды авиакомпании. Жаль, что никто из группы Люфтганза или испанского лоукостера сейчас не летают в Россию. На перроне тягач работал с Боингом 737 Аэрофлота, который вылетал в Стамбул, но перед вылетом ему нужно было пройти противообледенительную обработку. А рядом с ним стоял А320 России, готовящийся отправиться в Сочи. На стоянке появилась машина, которая начала активно туда-сюда ездить, распыляя реагенты. Обратил внимание на цены в этом кафе. За обычный хот-дог почти 500 рублей. Недешево. На обильно усыпанную реагентами стоянку зарулил классический Boeing 737-500 Ютейра, который прилетел из Сургута и полетит в Баку. Нравится наблюдать за управлением парковки на перроне. Неожиданно появился мой самолет. Я широко улыбнулся. Это 737-300, который носит у Белавия специальную ливрею, посвященную онлайн-игре в танки. Ее разработчик родом из Беларуси. Самолету почти 30 лет. Изначально должен был быть на рейсе Embraer, но в какой-то момент заменили на Boeing. С другой стороны терминала открывался вид на целый рабочий ряд самолетов России, которые ждали дневной разлет по маршрутной сети. Заметил другую специальную машину, наносившую уже жидкие реагенты на рулежную дорожку. Вылет моего рейса в 10:30. На посадочном было написано, что посадка начинается в 10. Она началась буквально с минутной задержкой. Перед входом в телетрап проверяли еще раз соответствие паспорта с лицом и проводили проверку индивидуальными сканерами. На входе в самолет случилась небольшая заминка, потому что только закончилась уборка и экипаж не ожидал пассажиров. У Белавии есть бизнес-класс, но он в так называемом евроформате, когда кресла остаются от эконома, для комфорта блокируется среднее и предоставляется улучшенное питание. Стандартная схема – 3 проход, 3 кресла. Если посчитать все места, то в самолет поместится 148 пассажиров. Багажные полки в этих самолетах не такие вместительные, как на более современных, так что если у вас есть большая ручная кладь, лучше быть первыми на посадку. Все кресла с возможностью небольшой регулировки и большими подлокотниками, на которые даже можно разместить аккуратно 2 руки. Расстояние с впереди стоящим креслом не такое большое, если полет недолгий, не критично. В туалете просторно и чисто, все принадлежности есть. А вот когда я воспользовался смывом, подумал, что случайно запустил двигатель. Индивидуальный обдув и лампочка в ретро-стиле. Такие сейчас редко встретишь. Выглянул в иллюминатор оранжевое покрашенное крыло. Во многих авиакомпаниях, когда делают какие-то специальные ливреи, крылья оставляют нетронутыми, а здесь использовали всю поверхность самолета. В подлокотнике нашел кое-что из далекого прошлого – пепельницу. Смутно помню те времена, когда можно было курить в самолетах. Не могу сейчас такое представить. Где-то вдалеке взлетал вертолет, который не получилось идентифицировать. Внизу можно увидеть стоящий у забора А319 в ливреи, посвященную футбольному клубу «Зенит». Он уже давно не летает.
Некоторые элементы обшивки имели следы нескольких ремонтов. В кармашке кресла инструкция по правилам безопасности, толстый бортовой журнал и магазин на борту. Самолет начали буксировать, команда провела инструкцию по безопасности, 2 сотрудника аэропорта помахали перед началом движения, самолет порулил мимо международного терминала. Время в полете до Минска всего 1 час. Капитан на связь не выходил. Проехали терминал внутрироссийских линий. Обожаю его архитектуру. В кабине приняли решение не использовать всю полосу для взлета, которая длиной аж 3680 метров, а взлетать от рулежной дорожки Альфа, используя длину около 2,5 километров. Разбег был, на мой личный взгляд, не очень большой, и потом быстрый взлет. Уверен, что сказался низкий вес из-за короткого рейса. Все объявления для пассажиров экипаж делал на 3 языках – на белорусском, потом на английском и на русском. Стоимость билета из Санкт-Петербурга в Минск составила 4098 рублей, куплен на сайте Белавиа с использованием российской карточки за несколько дней до вылета. Видел, что цены на другие даты начинались от 3000 рублей. Белавиа активно летает во множество городов России. А если рассмотреть еще и другие авиакомпании, то вполне можно подобрать полет на выходные и даже на 1 день. На таком коротком рейсе встретить обслуживание в наше время удача. Предлагали воду, горячий чай и кофе. На перекусить предложили вкусный свежайший зефир в шоколаде. В горизонтальном полете самолет пробыл от силы минут 20. Начали снижение. Экипаж сообщил, что температура в районе аэропорта -2 и идет снег. На посадке была сплошная облачность, полоса показалась буквально за минуту до касания. Эта посадка была одна из самых мягких и незаметных в моей жизни. Проезжали Ту-134, который явно используется для тренировки спасателей. Вдалеке показался национальный аэропорт Минск. Издалека терминал похож на большой космический корабль с архитектурной точки зрения, представляющий дугу, словно тысячелетний сокол из «Звездных войн». Рулили мимо стоянки грузовых Ил-76 белорусских транспортных компаний. На их стоянке стоял самолет авиакомпании «Победа», который, судя по данным из флайт-радара, 5 дней находился в Минске. Возможно, был какой-то ремонт. Рейс поставили к телетрапу, а рядом стоял Embraer 195, который 15 минут назад прилетел из Шереметьево и через 1,5 часа улетел рейсом в Домодедово. Еще раз скажу, что у Белавиа сейчас активная полетная программа в Россию. Самолет только что остановился около телетрапа, а пассажиры уже встали в полной готовности выходить. Классика. У Белавиа очень красивые антимакасары. Вопрос, они меняются каждый рейс? Вблизи пиксельная ливрея выглядит очень необычно для самолета. В терминале было темно, холодно и немножко жутковато. Этот серый мрамор и много узких проходов с минимальным числом указателей. Выход в зону получения багажа и в город, без каких-либо дополнительных проверок. Сразу пошел на 2-й этаж, в зону регистрации. Там находится точка продаж мобильного оператора Life, где можно купить местную сим-карту. Для туристических целей вполне уложитесь в 500 рублей. В зоне прилета было очень много мужчин, которые навязчиво предлагали воспользоваться такси по цене Яндекса, как будто прилетел в курортный Сочи в самый разгар сезона. Предложение превышало спрос. Мне пришлось даже уйти дальше по терминалу и выйти на площадь для снижения внимания. В центре Минска можно добраться на общественном транспорте. Ходят автобусы и маршрутки до автовокзала, который соседствует с главной ЖД-станцией. Интервал в среднем полчаса, опоздал всего на минуту, а следующий ждать 35. Пойду прогуляюсь. А рядом с аэропортом есть небольшой музей авиации. До него можно легко дойти от терминала через стоянку автомобилей. Находится несколько советских самолетов, которые летали в Беларуси. Между ними есть беседки, в них можно в теплое время вполне устроить пикник. Услышал фразу «1 час, 2 белки».
Так местные уменьшительно-ласкательно называют белорусские рубли. Ждать автобуса надоело, открыл Яндекс и заказал такси. Стоимость проезда до точки в самом центре 37 белорусских рублей, что составляет около 1000 российских рублей или $13. Удобно, что если у вас привязана к приложению любая российская карточка, деньги снимаются с нее. У меня была встреча в районе Ненига. Вышел за несколько кварталов на проспекте Независимости и решил пройтись пешком. Не самое лучшее время года для прогулки по такому чистому и красивому городу. В Минске мне нравится незаметная смесь тяжелой монументальной советской архитектуры и по-европейски низкоэтажных зданий и парков. Огромные проспекты дают масштаб, а уютные пешеходные улочки – какой-то европейский уют. Мимо проехал необычный капсульный то ли автобус, то ли троллейбус, никогда такого не видел. Конечно же, не мог пройти мимо еды и отправился в самый-самый белорусский ресторан за всемирно известным и вкусным блюдом – драниками. На первое – бабушкин грибной суп со сметаной. Он был густой и ароматный, половина сытости дает только запах. Следующее – традиционные драники с иностранной рыбой. Сверху они были хрустящие, а внутри нежные, как будто пюре. Отдельно нужно сказать про сыр, он просто таял во рту. Мне посоветовали попробовать браславского карпа. Не помню, когда в предыдущий раз ел карпа, и это было великолепно. Цена обеда с чаем получилась 35 рублей. В Минске отлично ходит общественный транспорт. Билеты можно купить за наличные или по карте прямо в киосках на больших остановках. Яндекс показывает маршрут и где движется автобус или троллейбус. Мне нужен был автобус номер 24. После входа билет требуется отметить в аппарате. Еще одна интересная достопримечательность – Комаровский рынок. Вот это масштабы! Как будто на спортивной арене. Первые мысли – как чисто и аккуратно. С одной стороны чувствуется ностальгия по прошлой эпохе, с другой стороны видна структурированная гастрономическая эстетика. Везде в Беларуси принимается карта МИР. Конвертация идет по хорошему курсу. В центре иногда встречаются продавцы на улицах, которые в основном продают соленья или мясо из собственных хозяйств. В Минске есть и метро. Для прохода нужно купить жетончик, бросить его в приемник и пройти мимо турникетов, которые, если что, могут и ударить. До сих пор боюсь проходить и мысленно думаю, что ворота закроются. Метро практически идентично московскому или питерскому, похожие станции и такие же составы. В Минске был недолго и уже на следующий день улетел обратно в Москву. Рейс выполнял Embraer 195. Обратите внимание на форму штурвала. Говорят, он эргономически удобен. Здесь уже полноценные кресла бизнес-класса. С одной стороны 2 кресла, с другой стороны 1. Шел к своему креслу и практически касался головой потолка. У этого типа самолета очень большие иллюминаторы. Каждому пассажиру доступен индивидуальный обдув и лампочка для чтения. Во время вылета была какая-то странная погода. С одной стороны холодно, с другой стороны идет что-то наподобие дождя. Шаг кресел хороший, комфортно будет лететь даже 4 часа. Самолет прошел противообледенительную обработку, пилот в этот раз вышел на связь и сказал, что лететь в Шереметьево час 10. В полете пассажирам предложили также прохладительные напитки, чай, кофе и вкусные свежие зефирки в шоколаде. 195-й Embraer с последнего ряда выглядит очень длинным. В Шереметьево был снегопад, самолет поставили к терминалу С рядом с Боингом 777, который прилетел из Бангкока. Удивился, хоть и поставили у телетрапа, выходили пассажиры через обычный трап в автобус. Это был мой первый полет на Embraer. Мне понравилось. Хороший шаг, удобные кресла и большие иллюминаторы. Автобусы от терминала С привезли в терминал Б, но высадили не где обычно, а в другой зоне, где был паспортный контроль для каждого пассажира. В Минске ничего не проверяли, а здесь по полной программе. И дальше попал в обычную зону прилета внутренних линий в терминале Б. Если бы у меня была стыковка куда-то по России, мог сразу отсюда пойти на посадку. На привокзальной площади в этот раз не было обычной пробки с такси. Пока ждал машину, прогулялся к памятнику Ил-62. Спасибо за просмотр этого видео. В нем не было каких-то приключений, получилось как обычный трип-репорт. Надеюсь, вам оно понравилось. А приключения будут в следующем видео.